когда мы говорим о наших отношениях с Евросоюзом как об отношениях стратегического партнерства, этот термин мне иногда напоминает морскую гальку. Такой же круглый, настолько круглый, что его трудно ухватить, и настолько же отполированный от частого использования. Но тем не менее, стратегическое партнерство – это не пустой лозунг, а это действительно термин, отражающий конкретное содержание. Я не буду вас перегружать цифрами, приводя статистику нашей торговли, допустим, которая по итогам прошлого года выросла примерно 32%. Да, вы скажете, конечно, что 2009 год это был кризисный год и было некоторое сокращение, это действительно так, но тем не менее рост достаточно уверенный, который повторился и в этом году. Данных, естественно, за весь год у нас нет, но по данным за 8 месяцев опять 30 с лишним процентов. Причем, что следует отметить, растет и экспорт, и импорт, примерно в одинаковых пропорциях. Ну, я не буду говорить, что у нас профицит торговли с Евросоюзом, а в том числе и главным образом, конечно, благодаря поставкам энергоносителей. Значит, мы готовимся к очередному саммиту, который состоится в декабре в Брюсселе. Это будет уже 28-й саммит России и ЕС. Ну, могу сказать, что для меня это будет 26-й. Я только первые два не застал, а во всех остальных в разных качествах участвовал. Саммит традиционно фокусируется на трех, я бы так сказал, уровнях или слоях, если хотите, проблем. Это глобальные сюжеты. Ну, понятно, финансово-экономический кризис глобальный, итоги саммита двадцатки. А здесь я говорю, что Евросоюз, как институт, является де-факто 9-м участником восьмерки и активным участником двадцатки. Естественно, более локальный, но тоже можно считать глобальный сюжет – это кризис еврозоны. Здесь, естественно, мы будем рассчитывать не только на информацию о текущем положении дел, но и на изложение, так сказать, прогнозов и рецептов выхода из нынешней ситуации. Я не открою никаких секретов, если напомню, что Центробанк России почти половину наших национальных золотовалютных резервов держит в евро. Поэтому судьба евро нам не безразлична. Международные сюжеты, это понятно, это текущая ситуация в районах, привлекающих, я бы сказал, постоянное внимание всего мирового сообщества. Это и Ближний Восток, Северная Африка, это иранская ядерная программа, это положение в других конфликтных точках, в том числе Косово. То есть это те как бы горячие точки, где и Россия имеет свою позицию, и Евросоюз, далеко не всегда совпадающий. Ну и комплекс двусторонних отношений. Здесь я бы выделил несколько сюжетов. Ну, наверное, начну с самого, как бы вызывающего наибольший резонанс. Это перспективы безвизового диалога. Это вполне конкретный сюжет. Мы данную тему обсуждаем с Евросоюзом достаточно давно. Могу напомнить, что впервые перспектива, тогда она формулировалась как долгосрочная перспектива безвизового режима между Россией и Евросоюзом, была сформулирована на саммите в Санкт-Петербурге в мае 2003 года.
Ну вот прошло уже 8,5 лет, и мы вправе, конечно, задать вопрос, насколько долго является долгосрочная перспектива. Могу сказать, что вопрос, как говорится, был не в замороженном состоянии. Мы активно вели диалог с Евросоюзом, и некоторое время тому назад нам удалось его перевести из, так сказать, исследовательской фазы в фазу оперативную. К настоящему времени согласован практически список совместных шагов по переходу к безвизовому режиму. Осталось договориться о формулировке относительно последующего этапа, то есть перехода от выполнения совместных шагов к уже непосредственно переговорам по безвизовому соглашению. Вчера этот вопрос обсуждался, итоги были подведены на пресс-конференции совместной Сергея Викторовича Лаврова и Кэтрин Эштон. Второй сюжет – это партнерство для модернизации. Этой инициативе уже 2 года. Она тоже перешла в практическую фазу. И не только организационно с назначением 2 координаторов, но и субстантивно. Есть такой живой документ, рабочий план, который все время пополняется, поэтому он как бы официально не утверждается, а живет своей самостоятельной жизнью. И не далее, как позавчера, в Брюсселе состоялась очередная встреча координаторов с участием представителей министерств, ведомств с нашей страны и соответствующих подразделений Еврокомиссии, ведущих ведущих секторальной идеологии. В том числе последний, кстати говоря, я не зря упомянул, 16-й наш секторальный диалог миграционный, запущенный некоторое время тому назад и уже себя зарекомендовавший как весьма полезный. Третий сюжет – это перспективы переговоров по новому базовому соглашению России и ЕС. Здесь я вам могу со всей ответственностью, как руководитель российской переговорной делегации, сказать, что мы рассчитываем на активизацию этого процесса. Сейчас, после завершения 18-летнего марафона касательно вступления России в ВТО, и я думаю, что этот процесс пойдет сейчас более динамично. Мы за 3 минувших года провели 12 раундов переговоров, надо сказать, продвинулись, но, естественно, по понятным соображениям, хотя формально этот переговорный процесс отдельно от переговоров по ВТО, но логическая взаимосвязь, конечно, всегда существовала. Поэтому вот сейчас будем наполнять торгово-экономический блок. Так, еще я 2 сюжета, пожалуй, озвучу. Такие, так сказать, приоритеты. Это энергетика, конечно. Энергетика – это не просто секторальное сотрудничество, это один из важнейших компонентов взаимодействия между Россией и ЕС. Надо сказать, это хотя было первое из секторальных направлений. Диалог был запущен энергетически в 2000 году, то есть уже 11 лет он идет. Он уже пополнился такими инструментами, как механизм раннего предупреждения, как рабочие группы по стратегии, по изучению рынков, по энергоэффективности, по новым формам энергетики и так далее. И я рассчитываю, что до саммита, вот буквально только что я обсуждал этот вопрос с Сергеем Ивановичем Шматко, мы проведем постоянный совет партнерства по энергетике. Да, проблемы, конечно, у нас с Евросоюзом есть. Вопросы у российской стороны по 3-му энергопакету остаются. Потому что то, как этот 3-й энергопакет, при всей его, так сказать, многовариантности, как он на практике реализуется отдельными странами-членами Евросоюза,
мы рассматриваем как, в общем, прямое ущемление интересов российских энергетических компаний. Ну и последнее – это перспективы сотрудничества в кризисном регулировании. Надо сказать, что вот это сотрудничество, которое, естественно, когда писалось нынешнее соглашение о партнерстве и сотрудничестве в 90-е годы, его просто не было. Да и Евросоюз, как таковой, кризисным регулированием тогда еще не занимался. А сейчас занимается. Они уже 1,5 десятка миссий в разных частях земного шара провели. Некоторые из них закончились, некоторые продолжаются. И с некоторыми мы взаимодействуем. Ну, я приведу 3 примера. Это российское участие в полицейской миссии в Боснии и Герцеговине. Это участие российского вертолетного контингента в миротворческой операции в Чаде и Центральноафриканской Республике. И это продолжающееся взаимодействие с антипиратской операцией «Аталанта» в Аденском заливе и Индийском океане, то есть вдоль берегов Сомали. Причем все 3 этих эпизода были достаточно успешными. Чего же нам не хватает? Нам не хватает правовой базы этого взаимодействия. У каждой стороны, и Россия тут, увы, не исключение, но существуют определенные внутригосударственные процедуры, довольно сложные, когда дело касается, допустим, направления военнослужащих для какого-то миротворчества. Поэтому без правовой базы это приходится решать каждый раз в разовом порядке, что, естественно, затягивает решение вопроса и создает немало сложностей. Вот это те приоритеты, на которые мне хотелось обратить ваше внимание. Естественно, будут и другие сюжеты. Будет дана оценка нашему политическому диалогу. Ну, вчерашняя встреча ПСП в формате министров иностранных дел – это мощный такой этап в развитии этого политического диалога. Причем он по некоторым, так сказать, сюжетам идет достаточно успешно. Ну, могу сказать, что Россия и Евросоюз составляют половину ближневосточного квартета. То есть 2 из 4 участников – это Россия и Евросоюз. И в этом плане у нас с ними достаточно большое поле взаимопонимания. Меньше взаимопонимания и единства взглядов по нынешней ситуации в Сирии вокруг нее. По иранской ядерной программе достаточно неплохое взаимодействие, причем Россия является членом «шестерки», в составе которой 3 государства ЕС, а Кэтрин Эштон унаследовала от Соланы функцию как бы координатора этой «шестерки». Сложнее по Косово, который я упомянул. Там действует миссия по верховенству закона, по обеспечению верховенства закона ЕСовская, действия которой у нас иногда вызывают вопросы. Ну вот, в сфере свободы, безопасности и правосудия у нас достаточно хорошо отлаженный механизм. Недавно в Варшаве в октябре состоялось заседание Постоянного совета партнерства. То есть вот этот механизм постоянные советы партнерства в различных форматах министерских, они себя полностью оправдали.